27 января, 23 год, вы с Олегом Соскиным. Давайте обсудим самое важное, что есть на сегодняшний день. Самое важное, что по сути Запад хочет, чтобы был прекращение огня, но это моя точка зрения, на фронте военном между Российской Федерацией и Украиной. Я уже вам говорил в предыдущих видео, что Нуланд, зам Блинкена, секретаря Госдепа США, она сказала, что вот США пойдет на уступки сразу, чтобы снять санкции с Российской Федерации, соответственно, и другие страны Запада, если Российская Федерация остановит боевые действия и, соответственно, выйдет с территории Украины, освободит территории. Ну, понятное дело, что ничего не освободит, пока жив Путин, про это говорить даже и не стоит. А сколько он будет жить, это одному Богу известно. Но, тем не менее, учитывая заявление Трампа про танки, тоже, и опять сейчас очень серьезные выступления и руководство Турции, что надо остановить боевые действия и открыть гуманитарный коридор. И учитывая опять заявление руководства Венгрии о том, что они не поддержат санкции против атомного сектора и атомных, ну, собственно, производств в Российской Федерации, которые хочет сейчас Европейский Союз ввести. Плюс, конечно же, то, что происходит, что ситуация для Российской Федерации в экономике, она не улучшается. И вот эти все ожидания, что в связи с тем, что открылся Китай от международной изоляции, то сейчас прямо начнется подъем, рост их экономики, нифига там оно не началось, ничего не растет, вот. Куда-то может и растет, но не в ту сторону, и в сторону падения растет, прямо скажем. И показателем того, что в Китае все достаточно плохо, это что цены на нефть, как раскатали губу страны-нефтеэкспортеры и там разные инвесторы, не оправдались, они практически не растут. Да, немножко выросли, там превысили $80 долларов, но скакнули, а потом опять упали. Показателен в этом плане ситуация с ценами на Уралс. Они там один раз прыгнули, вот в ближайших несколько дней было, чуть превысили $60, 61 за баррель, а сейчас опять упали до 58. Я думаю, будут падать, потому что никому столько нефти не надо, ее достаточно, роста мировой экономики нет, практически везде идет падение, а для Российской Федерации такая цена меньше $60, как известно, потолок 60, а она будет еще падать до 50, я думаю, в ближайшее время. Это фактически, надо брать Путину белые тапочки, простынку белую, вместе с Мишустиным и этим Олегом, их первым замом Белоусовым, идти туда на кладбище где-нибудь. И Дима там, Медведев им вместе с Патрушевым, Володиным где-нибудь могилку выроет. Вот, выступят гробокопателями для Путина и Мишустина, и Белоусова. Ну и заодно ж Набиуллину прихватят. Поэтому Центробанк России перестал продавать американские доллары. У них вообще не осталось валюты. Они отказались от американского доллара. У них осталось от валюты только один китайский юань. Это ж надо быть полными такими. Я даже, как-то не хочу слова такие использовать, радикальные. Но я таких, честно говоря, еще не видел. Отсталых во всех отношениях. То есть, нельзя ставить вот таких глупых людей
у руля, понимаете? Особенно если у них вместо мозгов социалистическо-коммунистическое варево, отруби там какие-то, шуба под майонезом, понимаете, у этого. Ну, Мишустин, он вообще мытарь, он вообще в этом плане, извините за выражение, тупой. Но вот этот Белоусов, у них там считается, это их главный идеолог, он просто чистый, как это, коммуносоциалист, таких, знаете, кондового такого портяночного разлива. Ну, как говорится, флаг им в руки, пусть пробуют, говорит. Одна попробовала, говорит, да. Говорит, надо когда-то решиться, сказала, говорит, и села на карандаш. Так вот это и Мишустин вместе с этим Белоусовым. Ну, а Путин, что Путин? Они его водят, как этот Медведчук его водил вокруг пальца. Водят и водят. Говорит, куда ты завел нас, проклятый старик? Говорит, идите вы нафиг, я сам заблудился. Вот они этого уже, Путина уже завели, говорит, теперь у него над головой молнии сверкают, говорит, и по уши он в дерьме сидит. Еще хуже будет. Ну, что с тупых возьмешь? Так вот, у них с экономикой очень плохая ситуация, и сейчас им вводят еще на дизельное топливо, будет где-то $100 планка, это очень маленькая, конечно, цена. Теперь и Япония вжарила Российскую Федерацию, Путина, как говорится, лично по самые помидоры. Там такие введены санкции и на атомный сектор, и на робототехнику, и на медицинские препараты, и там эти разные вакцины и так далее, и так далее, и так далее. На нефтеоборудование, газооборудование. То есть Япония пошла в открытую, в полный рост на изоляцию Российской Федерации. То есть взят курс на фактически их финансово-экономическое уничтожение. Естественно, что Россия выдержать не может, потому что потери огромнейшие на фронте с Украиной, просто огромные. И, перебьют мобиков. Тут еще же пусть сделают посевную кампанию, вообще сельхозкомпанию. Они же призвали в очень больших объемах этих трактористов и прочих людей, которые умеют работать на этих инструментах, сельхозтехнике, автомобилях, комбайнах и прочим, в угольной промышленности, в перерабатывающей, горнодобывающей. Значит, там идет падение, как подготовить и таких специалистов. Их очень практически невозможно подготовить. Это очень сложное, кропотливое дело. Поэтому Путин понимает, что каждая неделя она ведет к его финансово-экономическому удушению. А 15 миллиардов, даже уже больше долларов в месяц, где-то уже 17 миллиардов долларов в месяц вы не положь на ведение вот этой войны с Украиной. И это будет увеличиваться все время. Более того, поскольку все-таки танки пойдут, не сейчас, а надо еще и дождаться январь, чтобы закончился, потом февраль, март, но все равно к апрелю они начнут уже идти в таком достаточно большом объеме. А как только они пойдут, да плюс будет авиационный Рамштайн, конечно, хотелось бы, чтобы уже заменили этого Резнякова, был какой-то более нормальный, компетентный и не связанный с общаками какими-то, криминальными системами человек, я так думаю, может я ошибаюсь, конечно, там только на продовольствии, и так как по первому прикиду выходит, что куда-то, так сказать, произошла усушка, утруска на 4 миллиарда гривен, так а есть же еще куча всех других, так сказать, расходов, и там же везде подписи Резнякова стоят, да. Речь идет все-таки, что, видимо, он консильери львовского какого-то сообщества. Вот, Коза Ностра, знаете, да, и всегда там и Коза Ностра, и в Италии, и в Штатах есть такие люди, консильери называются у них. По подобию где-то, по аналогии, можно говорить, что он какой-то из них такого же разлива. И это все привносит все более такую удручающую цветов ситуацию для западных лидеров.
Особенно в связи с тем, что республиканская партия взяла под контроль Нижнюю палату и давит Байдена по полной программе и Демпартию. И, соответственно, это уже проявляется, ну, с Твиттером мы уже знаем, Маск там по полной давит их, эти все цензурные комитеты, а тут уже не выдержал и Мета Facebook. Поскольку этому, как там, Цукербергер или как там его, вот это ж у него уже будет пополнение, отпрыск появится. Вот, и очень тяжелое положение для них стало, и они уже разблокировали все там аккаунты, записи Трампа, сняли все ограничения с него, восстановили. Ну, Трамп же на этом не остановится, он же, так сказать, парень такой, что умеет совершать действия по отплате тех, которые ему нанесли такой серьезный же по нему удар. Поэтому понятно, что так просто для этого Цукерберга и прочих не обойдется, и для Гейтса то же самое. Гейтс, кстати, заявил, что в неудачах на войне в ситуации очень виновато украинское правительство. Слышишь, Мигаль, Резняков, Зеленский, Ермак и прочие, так сказать, товарищи Тимошенко. И это будет сейчас означать, что Зеленский со своими вот этими ролевыми играми, мыльными операми, он не выскочит, и ему придется отвечать по полной. Ну и вот эти все бла-бла-бла разговоры там организовали, что типа Джонсон, посол Великобритании в Украине. Ну такую галиматью нести, Зеленский это еще как-то там комментирует. Как Джонсон приезжал предупредить Зеленского, что лавочка может закрываться. И приезжал просто сказать ему, что есть у тебя вариант, тебе надо поменять смотрящего. Вот. То есть Ермака и прочих, которые там находятся, их всех надо убрать. Видимо, рекомендовал ему очистить организм, наверное, тоже, чтобы он мог, так сказать, не совсем быть зелено-желтым от этого всего принимания. И рекомендовал, что надо полностью рубить концы связки с Могилевичем, Шнайдером, Семой и с этим дорогим, так сказать, Николаем, этим самым Галушко, который возглавлял все КГБ, которые только можно, и оставил тут своих всех соратников, вот, Муху, Наливайченко, дочек и прочих, так сказать, женщин разных и мужчинок. И надо за это будет сейчас отвечать. И поэтому надо этот конец рубить, выкидывать всю московскую КГБистскую шваль-агентуру, ну и, соответственно, перекоммуникатироваться тогда на Запад, на Великобританию, скорее всего, на Ми-6 и так далее. И Зеленскому предлагают, видимо, получить соответствующую фигуру, так сказать, мой дядя самых этих честных правил, да. Вот дядю ему предлагают в наставники какие-то, который будет вести его и его супругу. Ну и, соответственно, формировать окружающее сообщество, да, Зеленский. Зеленский на это, конечно, не соглашается, и те, которые его ведут, тоже не соглашаются, но тогда будет другая ситуация. Плюс ему предлагают прекратить огонь, остановиться, отменить военное положение, разрешить мужчинам выезжать, ну и готовить надо выборы досрочные. Верховный Совет, потому что он антиконституционный, принимал всякого хлама кучу против Конституции, нарушена 5-я статья Конституции, Зеленский, его бригада зелено-желтая, она вместе с Арахной, так сказать, верховной ведьмой, сделали соответствующий конституционный переворот, совершили мятеж, устранили, разломали Конституционный суд, незаконно убрали главу Конституционного суда, антиконституционно провели выборы, Верховный Совет, набрали всякую шушеру, шваль, шулеров всяких, которых в Трусковце потом у них там Милованов типа дрессировал, натаскивал. Ну сколько можно обезьян, сколько не натаскивают, таскай их не натаскивают. Они только просят, чтобы им банан дали и этих самых в шею у них поискали. Больше ничего. На другое они ж не способны. И гадят, и еще гадить могут везде, где только могут.
Поэтому уже весь Верховный Совет обгаженный, как муха, картины мухами. Помните, как Швейк говорил, что взяли мухи и обгадили портрет Франца Иосифа. И вышла большая проблема от этого. Так вот, обгадили Верховный Совет, высший законодательный орган Украины, уже по полной программе. Эти всякие мухи, шулеры и шваль всякая. Там одного в Таиланде поймали. Он там, так сказать, осуществлял свою эту, инкарнацию, возвращался в другую какую-то форму, там показывал. Кстати, Царев когда-то тоже такую инкарнацию делал, когда в Венесуэле в каком-то там водоеме с маленькими детьми, мальчиками венесуэльскими там развлекался в обнаженке почти. Такие какие-то странные у них игры в воде получаются. Так вот, сегодня ситуация обострилась до предела, и речь должна идти вот о том, что я сказал, и, видимо, Запад начал настоятельно Зеленскому это рекомендовать. Ну, а Путин ему это рекомендует путем массового обстрела, который произошел 26 января, и сказал, что это не последний. Так что, ребята, готовьтесь, киевляне, харьковчане, Днепр, одесситы, Херсон, Николаев, Винница, Полтава и все прочие, готовьтесь, сейчас будут новые по вам удары наноситься. Вот, поскольку вам нравится сидеть в этих бомбоубежищах, ну так что, значит, будете смотреть этот марафон, так сказать, видео, слушать эту жуйку зелено-желтую, ее потреблять в уши, и в рот и в нос. Ну и раз вы любите зелено-желтую лапшу, которая висит у вас с ушей, ну так флаг вам в руки, вперед из песней. А мы за вами, да? И, естественно, столкновение будет усиливаться, потому что ухудшаются положения всех рядом стоящих стран, прежде всего Турция. В Турции, чтобы вы понимали, да, инфляция составила 84,4% потребительная за 11 месяцев 2022 года. То есть по 2022 году можно предположить, что она достигла 100%. Это колоссальное фактически уничтожение турецкой экономики. Они там надувают щеки, что у них там фондовый рынок вырос, там авиакомпаний, там еще каких-то банков и так далее. Стали эти акции выше. Ну, стали почему? Потому что все остальные летать перестали. И в Россию летают только теперь турецкие авиакомпании. И США им пригрозили, что если не прекратите, то вообще никуда летать не будете. То есть Штаты их уже так приметили и в прицел взяли. Говорит, паренька приметили, тихой песней Эрдогана встретили. Да, и в забой отправился парень молодой, или не совсем молодой. Поэтому Эрдогана сегодня уже $1 стоит практически, если вы хотите купить доллары, у вас лиры турецкие, а вы хотите доллар купить, то вам надо, чтобы $1 купить, отдать 20 лир. Ну, это безумие полное. Когда-то было $1 3 лиры, там 4, 5, 6 лир, но уже 20 почти. А если вы сдаете доллар, то вам дают за это где-то около 18,5 лир. То есть, ну это все, это полный крах, полный крах. А у него в этом году, 23-м, выборы. Понятно, что на таком уровне он, конечно, никуда не пройдет. Ему надо, во что бы это ни стало, чтобы война в Украине прекратилась. Тем более, что, по сути, почти остановился зерновой так называемый коридор. Видимо, уже или вывозить нечего, или вообще ситуация там уже совсем стала плохая с этим зерном. Ну, в принципе, логично, потому что посевной в Украине, озимых почти не посеяли, а сейчас весной как их сеять, если война везде идет, и сейчас могут фронт прорвать и в Запорожскую область полностью войти, Херсон вернут, и Донецкая, Луганская, Харьковскую ворвутся, на Сумы, на Черниговщину там ворвутся, и все, и какие тогда будут эти самые, в Киевскую область могут прорваться, и какие тогда будут, так сказать, сельскохозяйственные работы, их просто не будет.
Поэтому для Запада, для Турции, для других стран ситуация более-менее понятна, что надо эту всю лавочку пока закрывать, и пусть оно как-то так висит, потому что у всех идет полный обвал. Полный обвал экономики, мировых финансов, остановка предприятий, растет безработица, растут цены. Ну, пример тому, то, что творится в вакханалия вокруг этой криптовалюты. Вы сами видите, то есть она потихоньку сдыхает, и она сдохнет. Уже понятно, что в условиях войны криптовалюта как таковая выжить не может, и она первая будет жертва. Поэтому все, кто ее имеет, сбрасывайте, потому как пока солнце взойдет, роса очего есть. То есть она будущего не имеет. В ближайшие 10 лет так точно. Вот такой бы я вам, дорогие мои, прогнозик сделал. Поэтому не сидите на месте. Собирайте вещички, выезжайте в западные приграничные области. А кто может, значит, выезжайте в другие страны. Быстро, быстро, быстро. Чем быстрее, тем лучше. Потому что фактически еще будет, Киев особенно подвергнется серьезным ракетным бомбардировкам и ударам. Особенно страшная ситуация будет, когда они ударят С-400 с Белоруссии и вот этими ракетами Х-22 и кинжалами. Ну вот, вы с Олегом Соскиным. Всего доброго, до новых встреч.